Здравствуйте, с вами вновь Лариса Буянская, и сегодня я хочу рассказать об одном незаменимом продукте косметологии. Можно сказать, что это must-have, по-другому не назовешь. Это жемчужная пудра. Полное название — растворимая маска жемчужная пудра. Пакетик содержит 100 грамм пудры. Цена 48 рублей по каталогу. Я расскажу, как можно ее использовать. Способ применения огромное количество, совершенно в разных целях. И вы, думаю, поймете, что 48 рублей за такое сокровище — это совсем недорого. Что собой представляет жемчужная пудра? Это речной жемчуг, который измельчен. Очень мелкая крошка. Речной жемчуг берется неправильной формой, поэтому цена такая приемлемая получается. Это не тот красивый алхимический жемчуг правильной формы, который является драгоценным камнем. Который является драгоценностью. Как это выглядит пудра? Такой порошок белого цвета. 100% натуральный продукт, никаких химических добавок. Жемчужная пудра, она богата кальцием, богата аминокислотами, очень минералами. В Китае используют эту жемчужную пудру давно, издавна в лечебных целях и для омоложения лица, даже внутрь применяют, оказывает целебные свойства. Каким же образом можно применять эту пудру? Способов очень много. Например, для отбеливания зубов. Это не самый распространенный способ. Можно поступать так. Допустим, можно пересыпать содержимое пакетика. Коробочку я использую для этого. Коробочку из-под горчицы, удобно, высокие бортики, сыпятся. И один раз в неделю, желательно сделать утром. Сухая щетка Проденталь. Ее можно смачивать водой, это все знаю. Просто опускаем в пудру и чистим зубы, так как если бы мы использовали вместе с зубной пастой. Это один вариант. Второй вариант. Можно выдавить пасту, в данном случае гель, без забора. Или надо совсем немного, там достаточно одной капли, одной горошины, распределяем по поверхности. И обмакиваем в пудру. Так как, помните, раньше были советские порошки, по такому же принципу. Точно так же чистим зубы. Делаем это не каждый день, разумеется, 1-2 раза в неделю. Но лучше один раз или утром, желательно процедуру делать утром. Если у вас, конечно, чудес сразу не произойдет, если вы курите, если вы любитель кофе, зубы у вас по определению будут желтыми. С первого применения моментально голливудской улыбки не будет. Ну, постепенно зубы будут осветляться. Вы это можете сделать даже снимок до применения жемчужной пудры, после применения жемчужной пудры. Также можно поступить следующим образом. Вот я вам два варианта показала. Если вы идете на какое-то мероприятие, да, или какое-то важное событие в жизни, вы хотите иметь улыбку, можете просто сделать масочку для зубов. Делайте элементарно. Разбавляете жемчужную пудру небольшим количеством воды до состояния густой сметаны. Состояние густой сметаны. И наносите вот такую масочку на зубы. И в это время полежать, ни с кем не разговаривать, на минут на 20, затем смыть. Тоже будет гарантия того, что белизна ваших зубов удивит окружающих.
данный мероприятие. Также жемчужную пудру можно использовать для лица. Например, вариант, как можно использовать для лица. Наступает летом, уже последние месяцы весны актуально, лицо начинает усиленно блестеть, выделяется сало кожаное, и его без блага удерживается внутри кожи благодаря этому салу. Как поступают практически все дистрибьюторы компании Тянде? Они используют жемчужную пудру, смотрел жирная кожа по определению. Берем широкую кисть для макияжа, обмакаем ее в жемчужную пудру, излишки стряхиваем. Уверена, что делаю эту процедуру регулярно, каждое утро после нанесения тонального крема на лицо. Я уверена, что мое лицо при этом не превращается в лицо китаяна, но не выглядит белым, как маска. Просто очень хорошо матируется, благодаря жемчужной пудре впитывает, происходит, абсорбирует она излишнее сало, излишний блеск убирает и также сужает поры. И таким образом просто по лицу аккуратно жемчужной пудрой. Если что, почему стряхивать, для того, чтобы просто излишки жемчужной пудры не осыпались и не вошли. Нужно быть уверенным, что имитирующий эффект будет достигнут. Жемчужную пудру можно поверх тонального крема наносить на лицо, либо нанести дневной крем, потом припудрить лицо жемчужной пудрой, а сверху нанести, поверх этого нанести тональный крем. Тоже как вариант, если кожа очень сильно у нас блестит, появляется жирный блеск. Можно еще добавлять жемчужную пудру в свой дневной крем. Делать это дозированно, то есть нет необходимости сразу весь тюбик наносить жемчужную пудру. То есть слегка посыпаете. Также это улучшит качество вашего дневного крема. Точно так же можно жемчужную пудру добавлять в тоник. Наносите крем, который обычно наносите, начищенное лицо. И так далее. На этом еще не все. А еще с помощью жемчужной пудры можно улучшать состояние своих ногтей. Поскольку в жемчужной пудре содержится кальций в большом количестве, можно делать ванночки для ногтей. Небольшое количество пудры высыпаем. Добавляем совсем немного воды, так чтобы консистенция была густой сметаны. И аккуратно наносим на наши ногти. В виде масочек. Таким образом, это на 15-20 минут, потом снимаем. Этого будет достаточно. Нужно лучше всего, конечно, проводить процедуру курсом. Несколько дней подряд, 5 дней подряд. Нужно уже. Вот таким образом. И это для укрепления ногтевой пластины, чтобы ногти не были ломкими, чтобы они не ломались быстро. Либо другой вариант. Вместо масочки для ногтей жемчужную пудру можно развести водой. И просто подержать, сделать ванну для ногтей. Просто тоже те же 20 минут, как вам удобно, подержать в таком растворе. Концентрацию, это был способ использования жемчужной пудры для укрепления ногтей. Это еще не все. Еще есть способ применения жемчужной пудры. Очищенное лицо увлажняем и
Насыпаем немного пудр. И массирующими движениями что это нам дает? Это, во-первых, улучшает цвет лица. Эта процедура, во-вторых, сужает кожу. Важно. Такой способ применения. Еще один способ применения есть жемчужной пудры при борьбе с пигментацией кожи. Неприятный момент пигментация кожи. Зрительная кожа будет старше, если есть неприятно, даже при том, что морщин может быть. Что мы делаем? Мы опять же растворяем жемчужную пудру водой до консистенции густой сметаны и наносим на место, где у нас находится пигментное пятно, в виде масочки. Держим. Еще если есть пигмент, на всех пигментных пятнах под ним будет видеться. Оставляем минут на 15-20 до полного высыхания, а затем смываем. Достаточно будет 3-4 раза нанести на пигментное пятно, когда тон выровняется, затем уже наносим полностью на все лицо такую масочку. Будьте готовы, что когда вы жемчужную пудру растворяете водой, она будет высыхать и через 20 минут просто будет осыпаться. Поэтому, чтобы не запачкать все окружающее пространство вокруг вас жемчугом рассыпчатым, просто подготовьте какое-то полотенце или как-то перед лицом, чтобы эту неприятность избежать. В идеале, конечно, для борьбы с пигментацией, помимо жемчужной пудры, помимо пилинга лимонного, молочного, использовать еще выравнивающий крем из плацентарной силовой порошка. Помогают все эти 3 компонента в комплексе. И, конечно же, самый главный способ применения растворимой маски жемчужной пудры – это непосредственно нанесение маски на лицо. Перед нанесением маски тщательно очистите лицо. Желательно провести процедуру пилинга. То есть вы умываете лицо вашим гелем для умывания, либо молочком для умывания. Затем тонизируете. На сухое лицо наносите пилинг, скатываете старую натвердевшую кожу, ополаскиваете лицо водой, еще раз тонизируете. Таким образом ваша кожа будет полностью готова к применению растворимой маски жемчужной пудры. Можно развести жемчужную пудру из пакетика просто обычной водой. Можно, но при этом, как я говорила, будьте готовы к тому, что после высыхания через минут 20 ваша маска будет абсолютно сухая и просто будет осыпаться. Поэтому будьте готовы как-то холодильничка придержать, чтобы не запачкать окружающее пространство. Либо вариант можете развести сухую пудру с медом, со сметаной, с оливковым маслом, с любым компонентом, который вам больше нравится. Еще одна особенность этой же маски жемчужной пудры состоит в том, что, как мы обычно носим 90% наших масок на лицо, носим полностью на лицо на область шеи, на зону декольте, если есть необходимость, при этом область вокруг глаз не затрагивается. Жемчужную пудру можно смело развести водой или любым другим компонентом, который вам нравится, носить полностью на все лицо. И на глаза в том числе. Ну, оставили радужный нос для того, чтобы можно было дыхать, ну, вот, соответственно. Поэтому я решила сегодня поэкспериментировать и сделать масочку для лица с использованием меда. Благо сейчас мед жидкий. Не более хорошо. Среднюю крайнюю масочку. Свяжущие свойства имеют. Таким образом маска не будет осыпаться так сильно, как если бы я ее разогрела.
плюс-минус свою полезность. До консистенции пустой сметаны. И аккуратно наносим лицо. Чтобы все полностью лицо. Ну, примерно так. Я нанесла маску полностью на все лицо. Лучше маску это делать курсом. Любую маску где-то 5-7 применений каждый день подряд. А затем раз в неделю для поддержания эффекта. Что я хочу получить от этой маски? Во-первых, улучшение цвета лица, сужение пор и омоложение общего состояния кожи. То есть кожа будет более подтянутой. И, как всегда, никакой беготни по квартире во время приема масок. Горизонтальное положение 15-20 минут, чтобы вас никто не беспокоил, иначе маска будет вам только не на пользу, а даже вам может появиться тоннель угроз. Помните об этом. Какие еще способы использования жемчужной пудры нам известны? Можно использовать жемчужную пудру под прием ванн. Наполняете ванну водой и растворяете пол пакетика жемчужной пудры. Что это вам дает? Кожа будет в тонусе, улучшается цвет кожи, идет общее омоложение. Такой вариант использования жемчужной пудры. Есть еще вариант использования жемчужной пудры для придания блеска посуде, вашему столовому серебру, вот плоской посуде. Также растворяем с водой и просто протираем. Поэтому блеск усиливается. Немного варварский способ, честно скажу, использования жемчужной пудры в этих целях. Почему бы нет, если вот результат. Эта ложка, которая справа от вас была очищена жемчужной пудрой, левая была просто ополоснута водой. Да, видно вам, но на мой взгляд заметно невооруженным глазом, что правая блестит ярче. Такой способ использования практического жемчужной пудры. Точно так же можно жемчужной пудрой стирать до блеска стаканы, вазочки и так далее. Вот такая замечательная вещь, must have косметологии, которая должна быть в арсенале любой красавицы, любой хозяйки, любого человека. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!